Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить сочные и ароматные домашние беляши из нежнейшего дрожжевого теста на молоке. Расскажу о соотношении теста и начинки и о правильной обжарке, чтобы беляши идеально прожарились и остались сочными и румяными. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. И начну приготовление с теста. Оно у меня сегодня будет на молоке. Наливаю треть от общего количества молока в ковшик. Молоко должно быть слегка теплым, ни в коем случае не горячим. Всыпаю к нему сахар и крошу дрожжи. Дрожжи у меня сегодня живые. Если вы будете использовать сухие, то возьмите их в 3 раза меньше. Размешаю немного и добавлю еще пару ложек муки из общего количества. Ставлю опару в выключенную духовку и просто включаю в ней лампочку. Так дрожжи быстрее начнут свою работу. У меня прошло не более 10 минут. Дрожжи уже поднялись небольшой шапочкой. Мне этого достаточно. В миску, в которой я буду замешивать тесто, вливаю оставшееся молоко. Туда же отправляю опару. Затем вливаю 70 мл растительного масла. Добавляю немного муки и соль. Хорошенько все перемешаю, чтобы и масло, и соль распределились. После чего всыпаю оставшуюся муку в 2 приема. Но пару ложек все же оставлю, чтобы припылить стол, когда буду вымешивать тесто. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. После того, как тесто собралось в комок, выкладываю его на припыленный мукой стол и вымешиваю. Конечно, тесто можно замесить и при помощи комбайна, но оно очень приятное в работе, мягкое, податливое. Даже если оно немного липнет к рукам, то лучше не добавляйте больше муки. После расстойки с ним станет очень комфортно работать. Вымешиваю его 5-7 минут. Вот такое оно получилось в итоге. Смазываю миску растительным маслом. Укладываю в нее тесто, накрываю пищевой пленкой или, как в моем случае, вот такой шапочкой. И убираю опять же в выключенную духовку, в которой просто включаю лампочку. Если у вас в духовке нет такого режима, то поставьте рядом с миской стакан с горячей водой. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Из такого теста можно готовить не только беляши, но и пирожки. Но если вы все же хотите приготовить тесто не на молоке, а на воде, то рецепт такого теста есть на моем канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пока тесто подходит, я приготовлю начинку. Для начинки я использую фарш, который я заранее заготовила и заморозила. У меня здесь свинина с говядиной 50 на 50. Фарш я разморозила, и теперь к нему нужно добавить лук и специи. 2 средние луковицы нарезаю кусочками и при помощи блендера превращаю их в кашу. Именно в кашу, так в фарше не будут попадаться кусочки лука, а сам фарш получится сочнее. Теперь специи. Свежемолотый черный перец и соль. Я больше никакие специи не использую. Хорошенько вымешиваю фарш. И ненадолго уберу его, пока подойдет тесто. Прошло чуть больше часа. Вот так подошло мое тесто. Оно очень нежное и воздушное.
Смазываю рабочую поверхность растительным маслом и выкладываю тесто. Муку я больше не использую, так тесто получается более воздушное и нежное, меньше обветривается и не подсыхает. А также беляши получаются одинаково румяные, так как нет лишней муки, которая горит и дымит при жарке. Отщипываю от общей массы по кусочку теста. Можно это делать на глаз, а можно использовать весы. Тогда беляши получаются все одинаковые. Собираю тесто в шар, подкатываю и выкладываю на смазанную поверхность. Обычно для беляшей я беру примерно около 50 граммов теста. Всего из данного количества теста у меня получилось 24 заготовки. Накрываю пленкой и оставляю их минут на 5. Те заготовки, которые я делала первыми, уже заметно подросли. Смазываю поверхность стола растительным маслом и кладу заготовку гладкой стороной вниз. Скалку я не использую, тесто очень мягкое и податливое, поэтому просто приминаю его рукой. Фарш я раскладываю вот такой мерной ложкой. В нее помещается примерно 35 граммов фарша, а это как раз то, что мне нужно. Обычно для пирожков я использую столько начинки, сколько и теста, но в пирожках начинка уже готовая, а вот в беляши кладется сырое мясо, и чтобы оно успело приготовиться, начинки не должно быть много. Поэтому на 50 граммов теста я кладу 35 граммов начинки. Защипываю тесто, как на пирожки, и собираю в круг. Переворачиваю швом вниз, придавливаю и еще немного округляю. Складываю на смазанную маслом поверхность и накрываю пленкой. Если у вас получилось больше беляшей, чем вы планируете есть, то их можно заморозить. Это очень удобно. Просто уложите их в один слой в контейнер и положите в морозилку. Ставлю разогреваться растительное масло. Его должно быть довольно много, чтобы как минимум половина беляша была покрыта маслом. В разогретое масло выкладываю беляши и жарю их минут 8-9. Очень важно установить правильный режим нагрева, чтобы мясо внутри беляша прожарилось, а тесто не сгорело. Я выставляю среднюю мощность плиты, у меня это 6 из 9, но иногда я переключаю на 5. Все зависит и от вашей плиты, и от посуды, в которой вы жарите беляши. Жарю на одной стороне примерно 3 минуты, затем переворачиваю и жарю на второй стороне минуты 4. И еще раз переворачиваю. Дожариваю еще пару минут и затем достаю готовые беляши на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир. И отправляю в сковороду следующую партию. Вот такие беляши у меня получились. Давайте разломаем один и посмотрим. Он еще очень горячий, беляш полностью прожарился, он сочный внутри. Для приготовления беляшей мне сегодня понадобилось для теста 450 граммов молока, 30 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих, 100 граммов растительного масла, 20 граммов соли, 20 граммов сахара, 800-850 граммов муки. Для фарша 700 граммов фарша, свинина и говядина, 250 граммов лука, соль, черный молотый перец. Из данного количества продуктов получилось 24 вкусных, сочных и ароматных беляша. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты с пирожками, несладкими пирогами и булочками смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!